Сегодня мы в ожидании похорон Алексея Навального, и нам вообще хватает по-настоящему мрачных тем. В такой обстановке послание Путина Федеральному собранию, ежегодный ритуал общения с номенклатурой, не кажется тем, о чем в принципе стоит говорить. Да, значительную часть речи Путина занимает набивший оскомину гундеж о традиционных ценностях и обращение к гражданам в тоне заводчика крупного рогатого скота. Дескать, плохо они потомство плодят. Это все мы уже слышали неоднократно. Но с учетом формата мероприятия и той аудитории, к которой оно направлено, с учетом, что послание стало предвыборной речью с планами на 6 лет, было там и кое-что важное. Так что давайте об этом поговорим. Только прежде чем начнем, напоминаю, у нас тут в Госдуме собрались попробовать закрыть наш канал, лишив доходов от рекламы. Мы проводим сбор пожертвований, чтобы компенсировать потери. На момент записи этого ролика мы собрали уже $15 тысяч ежемесячных платежей. Это почти половина от того, что мы потеряем в случае ухода всей рекламы. При таких цифрах жить уже можно, хотя канал все еще не выходит на самоокупаемость. Это очень круто, однако все же хочется показать Госдуме большой и жирный факт, компенсировав всю сумму. Пожертвовать можно с помощью любых карт или криптой, ссылка в описании. Сегодняшнее послание Путина – сплошной набор сообщений, которые противоречат сами себе. Путин говорит о злобном Западе, который втянул СССР в гонку вооружений, посредством чего разорил Союз. А мы, дескать, говорит, будем умнее и в гонку такую не ввяжемся. Но тут же, буквально через запятую, президент хвастается, какую огромную гору денег уже вкинули в развитие ВПК. То есть прямо говорит, что Россия участвует в гонке вооружений, как бы подразумевая, что та страну разорит вновь. Наша задача – так развивать оборонно-промышленный комплекс, чтобы нарастить научный, технологический, индустриальный потенциал страны. Нужно максимально рационально распределять ресурсы и выстроить эффективную экономику вооруженных сил. Добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов. Нам важно увеличить темп в решении социальных, демографических, инфраструктурных и других задач. И при этом выйти на качественно новый уровень оснащенности армии и флота. Называют Россию оплотом традиционных ценностей, но тут же жалуются на падение рождаемости. Как бы признавая, что граждане не особенно реагируют на длящийся уже десяток лет бубнёж о необходимости заниматься размножением. Да, сегодня и Россия, и многие другие государства сталкиваются со снижением рождаемости. Демографы утверждают, что этот вызов связан с общемировыми социальными, экономическими, технологическими, культурными и ценностными изменениями. Молодые люди получают образование, строят карьеру, налаживают свой быт, а рождение детей откладывают на потом. Говорит об экономических успехах, раздает сотни миллиардов с двух рук без счета и тут же анонсирует рост налогов на доходы физических лиц и прибыль предприятий. Это совершенно бессмысленное телодвижение. С доходов российских граждан ничего существенного в бюджет не нафармишь. Но направление мысли показательно. У нас все так хорошо с деньгами, что нужно их срочно искать где угодно. Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. И так буквально в каждой фразе. Каждый пассаж доносит публике два противоположных тейка. Вот только по-хорошему сидящая в зале публика должна быть в ужасе. Потому что перед ними, конечно же, предвыборная программа. И вся ее суть сводится к одному – к бесконечной войне. Неважно, что идея превращения героев СВО в новую российскую элиту, формирование из них кадрового резерва никем не рассматривается даже в шутку. Система не для того ведет войну, чтобы с кем-то делиться властью и ресурсами. Она делает все возможное, чтобы герои СВО не пересекали признанную границу России в обратную сторону. Мы знаем ровно 0 случаев, когда участие в войне или работа на оккупированных территориях стали для кого-то карьерным лифтом. И имеем все основания полагать, что не станут ни для кого. Чиновники готовы закрыть глаза, когда герои войны по пьяни машут гранатами и кошмарят своих односельчан, когда убивают и насилуют. Но ходить с ними по одним коридорам, делиться активами и полномочиями никто совершенно не собирается. Да и суть совершенно не в этом. Суть в самой декларации. Война теперь часть системы государства. Война полезна. От нее растет экономика, в ней формируется новая элита, новые кадры для государства, на которые можно оставить страну потом. У всего, что сейчас происходит, не будет ни конца, ни края. Это теперь новая норма.
Никто не должен надеяться, а тем более ждать, что это закончится. Теперь так будет всегда. Путин даже не пытается заявлять какие-то цели и сроки их достижения. Послание к Федеральному собранию – это обращение к элите, к высшей бюрократии. И им было вполне четко сказано: так будет всегда. Научитесь получать от этого удовольствие, как это делаю я. Меня, говорит, все устраивает, должно устраивать и вас. Но совершенно очевидно, что у большинства из тех, кто сидел в зале, настроения прямо противоположные. Все, чего они ждут – американских выборов, усталости Европы, политического кризиса в Украине, какого-то чуда, до которого лишь бы дожить. На этот год резервов для покрытия военных расходов еще хватит. Этот год система еще продержится в своем текущем виде. А потом какое-то чудо обязательно случится. Мы обязательно сдадим задом, со всеми договоримся и заживем по-прежнему. Но нет. Довольно прямо им говорится, что война – это единственный план на следующие 6 лет. Что уже не идет речь о достижениях или победах. Вести войну – самоцель. Сидящие в зале же понимают, что Путин живет в собственных фантазиях. Что все 2 года война ведется в долг. Что общественное мнение, даже то, которое существует лишь в соцопросах и придавлено десяткам уголовных статей, настолько далеко от поддержки войны, насколько это возможно. Что номинальный рост экономики обеспечен исключительно бюджетными расходами за счет резервов. Система происходящим совершенно недовольна. Каждый день войны – это напряжение всех сил и ресурсов. Пусть члены Совета Безопасности не замечают происходящего. Пусть они живут в мире войны с печенегами, как агентами НАТО. Но те, кто считает цифры и управляет реальными сущностями, понимают, что никакую вечную войну российский бюджет и российское государство не потянут. Что рост влияния силовиков всех мастей не ограничивается преследованием тех, кто уже объявлен врагом народа. Что глобальный передел собственности не остановится на региональных элитах, у которых отжимают завод за заводом. Что 2024 год – это теперь не то, что можно перетерпеть, а затем вернуться в норму. Теперь предвыборные месяцы вполне возможно будут вспоминаться с ностальгией. Ведь пока на носу были выборы, еще нужно было изображать какую-то нормальность. А дальше руки будут развязаны полностью. Да, новые обороты про неведомые традиционные ценности, которые противостоят таким же неведомым ценностям западным, привлекают внимание и вызывают заслуженные насмешки. Но это все не важно. Важна сущностная часть. А в части сущностной нет ничего, кроме вполне недвусмысленного указания. Путину система без войны не нужна. Все, что от нее теперь требуется – искать для войны ресурсы. Минфину и ЦБ – деньги, губернаторам и госкомпаниям – людей. Роль российской элиты теперь окончательно сведена к сервисной. Путину нужны только те, кто поможет поддержать этот новый статус-кво. А если держать его станет невозможно? Если вдруг выяснится, что платить огромные зарплаты военным, выделять дотации авиаперевозчикам, компенсировать убытки госкомпаний, удерживать рубль, играть в импортозамещение, создавать сотни тысяч липовых рабочих мест больше нереально. Если новая неудобная реальность станет слишком очевидной. Закончится ли война? Нет, не закончится. Но начнется поиск виноватых. Ведь если все так хорошо, то не может же все стать плохо просто потому, что хорошо было только в иллюзии. Нет, стать плохо может только из-за нерадивых чиновников, которые со своей задачей не справились. Не нашли денег, не нашли людей, сорвали оборонзаказ, не построили тысячи воображаемых самолетов из воображаемых отечественных запчастей. С одной стороны, перед нами самое милитаристское послание, даже более милитаристское, чем было в прошлом году. С другой стороны, милитаризм этот не подается как форс-мажор, как временная мера в войне, которую мы обязательно выиграем. Она подается как новая жизнь. Устраивайтесь, дорогие министры и олигархи, в окопе поудобнее. Мы здесь навсегда. Нам это не говорит ничего нового. Мы уже давно поняли, что Путин без войны не жилец. Но тем, кто сидит в зале и 2 года удерживает систему в ожидании чуда, стоило бы быть в настоящей панике. Кажется, никогда еще настолько прямо не говорилось, что вот это вот все навсегда. Что передышка, а тем более уж конец, не входит в планы человека, от которого все эти зрители со скорбными лицами всецело зависят. Так что опять есть о чем задуматься. До завтра.